Иногда одна фраза актера может запустить цепочку событий, о которых не принято говорить вслух. Иногда награда — это не просто успех, а сигнал о том, что за кадром происходило нечто куда более напряженное. А иногда молчание звезды говорит громче любого скандала. В этом видео мы собрали истории, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, но если сложить их вместе, картина становится тревожно цельной. Проекты, которые не должны были выйти в таком виде. Решения, о которых предпочли бы забыть. И актеры, оказавшиеся в центре событий, к которым они, возможно, не были готовы. Здесь будут слова, после которых продюсеры меняют планы. Истории, которые долго оставались за кадром. И моменты, когда грань между успехом и давлением становится слишком тонкой. Мы не будем спешить, потому что именно ближе к концу становится понятно, почему все это важно. Это дайджест новостей, собранных из официальных источников, интервью и публичных заявлений. А все, что вы услышите дальше, это авторское мнение и попытка связать факты в одну историю. Если вы хотите понять, что на самом деле происходит в индустрии прямо сейчас, оставайтесь до конца. Самое интересное начинается не сразу. Иногда кажется, что мы живем в эпоху, когда чувства в сериалах обесцениваются быстрее, чем успевают возникнуть. Герои знакомятся, сближаются, расходятся, и все это происходит с такой скоростью, что зритель не успевает ни привыкнуть, ни по-настоящему сопереживать. Любовь превращается в фон, в обязательный элемент сценария, который должен просто быть, но не обязательно что-то значить. И именно поэтому все чаще возникает странное, почти щемящее ощущение, будто нам чего-то не хватает. Мы ловим себя на мысли, что вспоминаем старые истории не потому, что они были идеальными, а потому что там чувства проживались. Там любовь не возникала мгновенно и не исчезала по щелчку. Она могла тянуться годами, оставаться несбыточной, болезненной, но при этом настоящей. И зритель шел за этой историей не ради эффектных сцен, а ради эмоций, которые постепенно накапливались и в какой-то момент накрывали с головой. И вот на фоне этого общего ощущения усталости от быстрых романов внезапно появляются проекты, которые будто идут против течения. Они не кричат, не спешат, не пытаются удержать внимание резкими поворотами каждую минуту. Вместо этого они предлагают нечто забытое, чувство ожидания. Когда важнее не то, что будет дальше, а то, как именно к этому «дальше» придут герои. И именно здесь возникает вопрос, который сегодня волнует многих зрителей: почему одни истории пролистываются и забываются почти сразу, а другие цепляют, обсуждаются, вызывают споры и остаются в памяти? Почему, несмотря на переизбыток контента, мы все еще так остро реагируем на редкие проекты, где эмоции развиваются медленно и будто бы по-старому? Ответ на этот вопрос неожиданно точно сформулировала одна из самых популярных актрис современного турецкого телевидения, и именно с ее размышлений начинается эта история. Потому что они не только про конкретный сериал, но и про то, чего на самом деле ждет зритель, даже если сам не всегда может это сформулировать. Деmet Özdemir в одном из интервью сказала вещь, которая сразу попала точно в цель. Она заметила, что сегодня романтические линии в сериалах часто вспыхивают и гаснут слишком быстро, не оставляя времени ни героям, ни зрителю. И именно поэтому история, в которой в центре любовь детства, воспринимается совсем иначе. Не как красивый прием, а как возвращение к чему-то давно утраченному. В сериале «Мечта Эшрефа» чувство не возникает внезапно. Оно живет в памяти, в воспоминаниях, в том самом образе, который герой носит с собой годами. Девушка по имени Рюя – сама мечта, недосягаемая, почти призрачная, но при этом удивительно живая. И в этом есть парадокс: чем дальше она от реальности, тем сильнее зритель к ней привязывается. Потому что такие истории знакомы многим, у каждого была своя мечта, своя невозможная любовь, которая не обязательно должна была осуществиться, чтобы оставить след. Demet говорит о том, что именно эта невозможность и делает историю близкой. В ней нет суеты, нет ощущения, что все должно решиться здесь и сейчас. Напротив, чувства растягиваются во времени, накапливаются, проходят через сомнения, паузы, внутреннее сопротивление.
и зритель начинает не просто наблюдать, а вспоминать себя, свои эмоции, свои несказанные слова. Этот эффект работает особенно сильно сегодня, когда большинство сериалов будто боятся тишины и ожидания. «Мечта Эшрефа» идет другим путем, она позволяет истории дышать. И, возможно, именно поэтому вокруг нее возникает ощущение редкой искренности, словно сериал не старается понравиться, а просто честно рассказывает то, что давно хотелось услышать. Но чем ярче выглядит такая романтическая история на экране, тем резче она контрастирует с реальностью индустрии за кадром. Потому что там, где зритель видит мечту и чувства, актеры все чаще сталкиваются с очень приземленными решениями, которые не имеют ничего общего ни с романтикой, ни с искусством. И одна история отказа как раз очень точно показывает эту другую сторону. Когда разговор заходит о закулисье индустрии, иллюзии исчезают довольно быстро. Там, где зритель видит красивую историю, актеры нередко сталкиваются с сухими цифрами, формальными критериями и решениями, которые принимаются задолго до того, как кто-то вообще задумается о художественной ценности. История Дамлы Санмес стала для многих именно таким тревожным сигналом. Актриса рассказала, что не получила даже возможности прийти на пробы в одном из платформенных проектов. Формальная причина звучала почти абсурдно – недостаточная активность в социальных сетях. И в этом моменте особенно остро чувствуется разрыв между ожиданиями зрителя и логикой современного производства. Потому что речь идет об актрисе с серьезным опытом, признанием и профессиональной репутацией, а не о случайном человеке со стороны. Эта ситуация задела не только поклонников Дамлы. Она заставила многих задуматься, неужели сегодня талант действительно может уступить место цифрам в профиле? Неужели решение о судьбе роли принимается не в кастинг-зале, а в аналитических таблицах? Вопросы повисли в воздухе, и на них сложно дать однозначный ответ. При этом важно понимать, что такие истории редко бывают односторонними. Часто истинные причины скрыты глубже, в концепциях проектов, заранее выбранных типажах, стратегиях платформ. Но для актера результат остается тем же – закрытая дверь и ощущение, что решение было принято без него. И именно на фоне подобных разочарований особенно ценными становятся моменты, когда профессионализм все еще замечают и открыто признают. Когда слова поддержки звучат не из вежливости, а из искреннего уважения. И один недавний комментарий известного актера стал для многих напоминанием о том, что в этой индустрии пока не все потеряно. На фоне истории отказов и закрытых дверей особенно отчетливо звучат редкие моменты, когда в индустрии говорят не о цифрах и стратегиях, а о человеческом качестве работы. Именно таким оказался комментарий Мурата Йылдырыма о его партнерше Джемре. Он не пытался произвести впечатление громкими фразами, наоборот, говорил спокойно, почти буднично, и в этом чувствовалась настоящая ценность сказанного. Мурат отметил, что Джемре всегда приходит на площадку полностью подготовленной. Не просто выучив текст, а понимая сцену целиком, ее ритм, внутреннюю логику, эмоциональные точки. Он подчеркнул ее дисциплину, но не как сухое качество, а как признак уважения к профессии. Когда актер собран, внимателен к деталям и к партнеру, сцена начинает жить сама по себе, без лишних усилий. Особенно важной стала его фраза об уме. В мире, где внешняя привлекательность часто оказывается в центре внимания, Мурат сделал акцент на способности мгновенно ориентироваться, видеть ситуацию целиком и реагировать точно, без лишних слов. Он признался, что ему нравятся умные люди, те, с кем не нужно объяснять очевидное, потому что они чувствуют момент интуитивно. Такие слова редко звучат случайно. За ними стоит опыт, годы работы и понимание того, как хрупко иногда складывается экранная химия. И когда актер говорит о партнерше с таким уважением, зритель почти всегда чувствует это на экране, даже если не может сформулировать, почему сцены работают настолько убедительно. Но бывает и так, что профессионализм выходит за рамки одной съемочной площадки. Иногда он получает подтверждение там, где к кино относится не как к развлечению, а как к полноценному художественному высказыванию. И именно в этот момент история переходит на совсем другой уровень. Фильм «Спящий» оказался тем редким случаем, когда работа не растворилась в потоке премьер, а была замечена и выделена именно за свое содержание.
Признание на Blue Apple Awards и EK Awards университета Сабанджи стало не просто формальным успехом, а знаком того, что проект сумел дотянуться до более внимательной и требовательной аудитории. Это кино не стремится быть удобным или простым для восприятия. Оно не торопит зрителя, не объясняет все напрямую и не подталкивает к однозначным выводам. Напротив, «Спящий» оставляет пространство для тишины, пауз и внутренних вопросов. И именно в этом его сила. Он не заканчивается вместе с финальными кадрами, а продолжает жить в мыслях. Работа Чагатая Улуса и Эльчин Сангу в этом фильме строится на тонком взаимодействии. Здесь нет избыточных эмоций, зато есть взгляды, напряжение, недосказанность. Их персонажи существуют не в мире громких заявлений, а в пространстве внутренних переживаний, где каждый жест имеет значение. Такая актерская игра редко бросается в глаза сразу, но именно она остается в памяти надолго. Важно и то, что подобное признание подчеркивает, турецкие проекты способны выходить за рамки привычного формата и быть интересными не только массовому зрителю. Когда фильм получает награды в академической среде, это всегда говорит о серьезной работе с материалом, темами и формой. Но при всей ценности такого успеха телевизионная реальность остается другой. Там внимание зрителя нужно удерживать каждую минуту, и далеко не всегда это делается тонко. Именно поэтому многие сериалы все чаще прибегают к резким поворотам и эмоциональным встряскам, иногда на грани. И один из самых ярких примеров такой стратегии как раз разворачивается в одном из самых обсуждаемых проектов последнего времени. «Клюквенный щербет» давно перестал быть просто семейной драмой. Это сериал, который словно постоянно проверяет зрителя на прочность, аккуратно, но настойчиво повышая эмоциональную нагрузку. Здесь редко дают расслабиться, как только кажется, что история нашла равновесие, сценарий делает шаг в сторону, и привычная конструкция начинает меняться. Появление нового персонажа в этот момент выглядит не случайным, а почти неизбежным. Возвращение человека из прошлого героини происходит тогда, когда она и без того находится в уязвимом состоянии. Личное потрясение, внутренний надлом, ощущение, что почва уходит из-под ног, и именно в этот момент прошлое напоминает о себе, требуя внимания и ответов, на которые нет готовности. Этот ход работает потому, что он задействует не внешнюю драму, а внутренний конфликт. Речь идет не столько о любовном треугольнике, сколько о столкновении разных версий одной жизни, той, что была, и той, что есть сейчас. Зритель наблюдает не за громкими сценами, а за тем, как героиня пытается сохранить контроль над собой, когда прошлое и настоящее сталкиваются слишком близко. Сериал умело использует этот прием, потому что понимает главное – удерживает не скандал, а узнаваемость чувств. Многие видят в этой линии собственный опыт, моменты, когда жизнь внезапно возвращает людей, которых, казалось, давно оставили позади. И именно это делает историю напряженной без лишнего шума. Но чем выше градус эмоций на экране, тем сильнее контраст с тем, что иногда происходит за его пределами. Потому что бывают ситуации, когда драматические события выходят за рамки сценария и перестают быть художественным приемом. И тогда внимание зрителей приковано уже не к серии, а к новостям, которые звучат совсем иначе. Дальше – история, в которой реальность оказалась слишком близко к вымыслу. Иногда граница между экранной драмой и реальной жизнью стирается слишком резко. История Эгги Эйблу стала именно таким моментом, когда внимание зрителей переключилось с сюжетов сериалов на новости, в которых не было ни сценария, ни репетиций. Все произошло внезапно, ночью, в обстановке, далекой от привычного публичного образа актрисы. Сообщения о полицейском рейде разлетелись быстро, и, как это часто бывает, факты сразу начали обрастать домыслами. Присутствие в чужом доме, визит, который не планировался как нечто значимое, и внезапно вопросы, проверки, формулировки, от которых сложно отмахнуться. В такие моменты человек оказывается не персонажем, а объектом пристального и далеко не всегда доброжелательного внимания. Важно, что защита актрисы с самого начала настаивала на ее непричастности и подчеркивала случайный характер происходящего. Но даже при таком раскладе сама ситуация уже становится испытанием. Потому что в медиапространстве редко ждут официальных выводов, там гораздо быстрее формируется образ, который потом сложно скорректировать.
Эта история напомнила, насколько уязвимыми могут быть публичные люди. Один вечер, одно неверное совпадение обстоятельств, и репутация оказывается под давлением. Даже если в итоге все прояснится, ощущение небезопасности никуда не исчезает. И именно после таких случаев многие актеры начинают по-другому относиться к собственной приватности. Когда внимание прессы становится слишком навязчивым, а любое появление вне съемочной площадки превращается в повод для интерпретаций, молчание перестает быть слабостью. Оно становится формой защиты. И следующая история как раз о человеке, который давно выбрал эту стратегию и следует ей последовательно, несмотря ни на что. Джан Судире давно относится к тем редким актрисам, которые не пытаются объяснять себя публике. Она не вступает в диалоги с таблоидами, не опровергает слухи и не спешит делиться личным, даже когда интерес к ней возрастает особенно сильно. Недавнее появление в одном из районов Стамбула лишь подтвердило, ее позиция остается неизменной. Короткий ужин, несколько вспышек камер, и привычный сценарий для желтой прессы был запущен мгновенно. Но вместо комментариев Джан Су выбрала тишину. Без резких жестов, без раздражения, без попыток что-либо прояснить. Она просто ушла, оставив журналистов наедине с их догадками. И в этом жесте было куда больше осознанности, чем может показаться на первый взгляд. Для актеров ее уровня молчания не уход от внимания, а способ сохранить контроль. Когда любое слово может быть вырвано из контекста, а любой взгляд интерпретирован как намек, отказ от комментариев становится единственной возможностью остаться собой, а не персонажем чужих фантазий. Джан Су это понимает давно и, похоже, не собирается менять правила игры. Такое поведение часто вызывает полярную реакцию: кто-то уважает границы, кто-то воспринимает тишину как повод для еще большего интереса. Но факт остается фактом: чем меньше актер говорит о личном, тем активнее за него начинают говорить другие. И именно здесь рождается еще одно напряжение, с которым сталкивается современная индустрия. Потому что зритель привязывается не только к персонажам, но и к актерам. Он хочет видеть их вместе, снова и снова, в привычных сочетаниях. И когда эти ожидания сталкиваются с реальностью новых проектов, возникает сопротивление. Особенно заметно это становится в моменты, когда на экране появляется новый дуэт, которому еще только предстоит доказать свое право на внимание. Именно это сопротивление особенно хорошо проявляется, когда зрителю предлагают новую экранную пару. Стоит выйти первому тизеру, и обсуждение мгновенно выходит за рамки самого проекта. Речь идет уже не о сюжете или атмосфере, а о том, кто с кем должен быть. Старые привязанности оказываются удивительно живучими, и для части аудитории они становятся фильтром, через который воспринимается все новое. Сериал «Брат или семья» — это сложно, оказался в самом центре такого столкновения ожиданий. И едва появились первые кадры, как внимание сосредоточилось не на истории, а на дуэте. Кто-то сразу принял новое сочетание, а кто-то еще до премьеры решил, что не готов отпускать прошлое. И это не редкость. Успешные романтические проекты формируют у зрителей ощущение завершенности, которое потом трудно нарушить. При этом за кадром все выглядит куда прозаичнее. Актеры приходят в новые проекты не для того, чтобы заменить чьи-то воспоминания, а чтобы рассказать другую историю. Но фанатская память устроена иначе. Она держится не за логику, а за эмоцию. И чем сильнее была эта эмоция в прошлом, тем сложнее принять ее трансформацию. Добавьте к этому слухи, которые мгновенно возникают вокруг съемочного процесса, и напряжение усиливается. Любая смена, любое совпадение обстоятельств тут же обрастает версиями. Хотя чаще всего за этим стоят обычные рабочие решения, не имеющие отношения ни к конфликтам, ни к закулисным драмам. Но медийное пространство редко довольствуется простыми объяснениями. И на фоне всего этого становится особенно заметно: каждый новый проект сегодня — это риск. Риск не только творческий, но и репутационный. Потому что ожидания огромны, терпение зрителя ограничено, а право на ошибку практически отсутствует. И именно поэтому истории, которые только готовятся к съемкам, иногда выглядят не менее напряженно, чем уже вышедшие на экран. Об одной из таких историй дальше.
Проекты, которые еще не дошли до экрана, часто оказываются самыми уязвимыми. О них уже говорят, их уже обсуждают, на них уже возлагают ожидания, но при этом у них еще нет самого главного – зрительского доверия. История сериала «Дурнушка» как раз из таких. Подготовка идет в условиях неопределенности, когда каждое решение может стать решающим, а каждая ошибка – слишком заметной. Выход одного из продюсеров из проекта резко изменил расстановку сил. Теперь все держится на смелости тех, кто остался, и на вере в материал. Сериал готовится фактически на свой страх и риск, без привычной подстраховки, и это сразу ощущается в атмосфере вокруг него. Здесь нет ощущения уверенного старта, скорее, напряженное ожидание и понимание, что путь будет непростым. Дополнительную интригу создает неопределенность с главной ролью. Когда имя актрисы не утверждено, зритель невольно начинает гадать, кто сможет вытянуть историю, кому поверит, кто сумеет сделать персонажа живым, а не схематичным. В таких проектах кастинг становится не просто формальностью, а вопросом выживания. И именно в этом месте все линии, о которых шла речь раньше, сходятся воедино. Ностальгия по медленной, прожитой любви. Актеры, которым приходится доказывать свою ценность не только талантом, но и соответствием внешним ожиданиям. Проекты, балансирующие между признанием и скандалом. И зритель, который, несмотря на усталость и разочарование, все равно остается, потому что надеется. Надеется снова увидеть историю, которая не спешит. Работу, в которой ценят ум и партнерство. Проект, который рискует не ради шума, а ради смысла. Возможно, именно поэтому турецкие сериалы продолжают удерживать внимание, не потому, что они безупречны, а потому что в них все еще ищут то самое чувство, настоящее, сложное и не всегда удобное, но именно из-за этого такое притягательное. Если вам было интересно пройти этот путь вместе с нами, значит, все было не зря. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропускать новые истории о турецких сериалах, актерах и проектах, которые действительно вызывают эмоции. Ставьте лайк, если формат вам близок, и обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Нам очень важно знать, что вы чувствуете и о чем хотите услышать в следующих выпусках. До скорой встречи!